Так, всем привет. Я, правда, сейчас на другом замке. Это моя ферма 17 уровня. По профессии она тоже, получается, у меня грабитель. Столкнулся с одной вещью. Мне вот здесь задают вопрос. Поговорим о технологиях альянсов. То есть технология альянса, что это? Открываем меню. Альянс. Технология альянса. Так вот, у нас есть тоже технологии, как у наших же замков. И прокачивая их, альянс получает бонусы, каждый, кто находится в альянсе. Так вот, за взносы, получается, в этот альянс, технологию, мы получаем очки. Вот эти вот. Это очки технологий самого альянса. Так вот, можно вносить ресурсами 25, получается, и 50 вкладов кристаллами, самоцветами. Фишка в чем? Когда мы делаем самоцветами, у нас каждый увеличивается. Поэтому я делаю по десятке в каждую науку обычно. А ресурсы я смотрю куда. Сейчас я вкидываю обычно всеми своими замками сюда еду. Еды, потому что, во-первых, всегда дофига. А во-вторых, это ускорение сбора ресурсов всеми членами альянсов. Это очень поможет в мощи провинции, поэтому мы сюда вносим постоянно. Дальше, какие у нас еще науки открыты? Защита ресурсов – это увеличение складов. Вот, к примеру, сейчас у нас сохранение 300 тысяч. К примеру, я грабитель, у меня всего-то максимум 10 тысяч сохранной складов. А находясь в альянсе и с прокачанной вот этой наукой, у меня сейчас 300. Следующий будет 350 максимально, тут, по-моему, 500 000 сохранность. Допустим, у того же фермера, у него здесь будет, у него и так-то сохранность складов огромная. К примеру, у него сохранность складов 1 000 000, плюс еще вот эти вот 300 тысяч. Вот у него 1 300 000, украсть нельзя, поэтому он может хранить спокойно. Ускорение строительства членами альянсов. Кстати, тут очень много вложили. Так вот, крепкая дружба. Но тут слабовато. Это сокращение при оказании помощи альянсу. Немножко не понимаю, что это за этот параметры 20. Это, скорее всего, увеличение времени сокращения ван исследования, лечения войск или строительства. Там сейчас, по-моему, 70 секунд. В общем, получаем вот эти вот очки. Вот сейчас вот у меня 589 тысяч на этом аккаунте. Дальше, что мы можем делать с этими очками? Есть альянсовый магазин. Заходим в магазин. За эти очки мы можем покупать различные вещи. Кто-то ускорителей всех нас покупал. Весело. У нас сейчас не хватает очков. Допустим, вот ускорение сбора ресурсов. Я его куплю, потому что оно необходимо для мощи провинции, когда идет сбор ресурсов. Потому что на 50% увеличение скорости на 24 часа. Это очень хороший буст. Дальше, что здесь можно покупать? Щиты на 12 часов за 120 тысяч и на 100, за 100 тысяч получается 8-часовой. Бонус к защите, бонус к атаке на 12 часов, на 20% увеличивается атака и на 20% увеличивается ваша защита. Вообще вашего самка, ваших войск. Отзыв войск. Это у вас, когда прокачана наука, сейчас покажу. Так, заходим в регион. После того, как вы изучили
второго героя, вот это следующая наука, вы можете отзывать свои войска. Чтобы вам отзывать, у вас должна быть изучена вот эта наука и приобретены вот эти так называемые отзывы. Ну, на этот аккаунт тоже можно. Далее. Груды камней. Я сейчас тоже куплю, даже побольше. Камни нужны для для хаоса. Чтобы строить здания, центры Альянса, потом мастерские, крепости, вот эти все фронтальные, которые для хаоса нужны. Для ремонта, по-моему, тоже их. Случайные телепорты, продвинутые телепорты и ускорители, там часовые. Вот. Лидеры R4 и R5 могут заполнять магазин. Вот всем, чем они могут заполнять. Вот эта штука, не знаю. Смена имени. Ускорители 5-минутные, часовые, 8-часовые. То есть элементарно вносите. То есть вот я сейчас 25 штук внес, через 16 минут снова здесь на одну единицу появится. То есть через какое-то время снова наполнится шкала, я снова заполню. Взнос. Вот. Чем чаще вы вкладываете, чем больше, тем лучше, потому что вам не приходится тратить самоцветы на активацию щита, там, ускорители те же самые, там, продвинутые телепорты. Вы экономите, получается, когда покупаете это. Вот. Давайте я еще одну груду камней куплю, потому что надо очень много их. Поэтому делайте взносы. Это очень полезная и хорошая штука. Ну и получают бонусы абсолютно все. Да, еще наука влияет на вместимость количества людей. То есть, когда вы только создаете альянс, у вас 50 человек, с изучением первой науки у вас получается еще плюс 5 человек, вторая, третья, здесь уже тоже это 4 науки, 5. Здесь уже, по-моему, надо 7 наук, это уже 8 или 9, ну и так далее. То есть вот даже если посмотреть, технология Альянса 6, 5, 11, 11, 15. Ну, чтобы на 100 вместимость была у Альянса, надо, по-моему, 14 наук выучить. 14 или 13. Ну, 1360 у нас сейчас. Давайте выйдем обратно. Сколько там надо? 1200. Каждое, по-моему, изучение науки дает по 80 очков. Да, значит, получается 13 наук надо выучить. Вот. Ну, по взносам, в принципе, все. По технологии Альянса. Что, какая технология дает, уже сами посмотрите. После этого откроется институт Альянса ускорения скорости исследований. Дальше пойдут повышение производительности железа, мрамора, дерева. В битве у нас пойдет потом уменьшенное расходование падежа армии. Ускорение членов Альянса при сборе. Это когда вы рейды собираете, без разницы, там кого-то атаковать или на великана. То есть на 5 уровне на 20% единое командование. Потом идет увеличение атаки войск, мобилизация, увеличение скорости тренировок. Дальше идет снова увеличение защиты, снова повышение защиты подкреплений, то есть увеличивается здоровье, когда вы кидаете кому-то подкрепление. Увеличение атаки всадников снова. Стремительная помощь, повышение скорости передвижения войск, подкрепление, это ускорение, когда вы кому-то подкрепление кидаете. Ну, снова увеличение защиты всадников и совместная операция, это повышение атаки при сборе. То есть, если вы рейдом кого-то атакуете, у вас увеличивается атака. Ну, а здесь все, что связано с ресурсами. Увеличение скорости помощи, ускорение строительства снова,
повышение мрамора, ну, ресурсов, увеличение предела охраняемых монет членов Альянса, то есть это уже получается сохранность вашего золота, ускорение исследований и последнее крепкое снова сокращение Вот. В принципе, здесь довольно-таки все доступно и понятно. И еще вот можно поставить галочку «Автоматический запрос помощи» после постройки. То есть, если вы что-то поставили строиться, у вас запрос автоматически уходит в Альянс. Вам не нужно постоянно тыкать вот здесь на этот кулачок, который появляется над зданием, чтобы запросить помощь. И если вы, к примеру, запускаете исследование, и у вас нет ускорителей, там не появится кнопка «Помочь», то тогда подключаете обратно дорогу, институт, и вот здесь вот нажимаете на галочку этот. Как бы по этим технологиям все.